Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Январь 2025 года. Что случится, что произойдет в январе? Уран в Тельце в ретро-движении обещает всем знакам зодиака обновление. Это могут быть вопросы, связанные с двумя направлениями. Первое направление – это Земля. И это буквально, если о вас лично мы говорим, это территория, место вашего проживания, пребывания или где вы собираетесь, планируете пребывать, может быть, переезд. Если в более глобальном масштабе, то тоже меня смотрят люди из разных стран, то есть вопросы территории, весь январь – это самая главная тема. И второе направление – это вопросы денег, опять же, с Тельцом. Если мы говорим Уран, это планета символизирует вашу силу, по сути дела. Ваша экзальтация находится именно в Уране. Там, где всем очень тяжело, тем не менее только Скорпион способен преодолевать, ну, с наименьшими потерями, может быть. Или как раз, когда лучшие черты характера, ваша сила внутренняя, вашей души, она проявляется наиболее активно. Поэтому для вас как раз вот эти два направления могут быть со знаком плюс, когда вы можете прояснить какие-то вопросы по части вашего жилья или перемещения, если вы это планируете. И второй момент – это деньги. Так вот, это могут быть буквально, если мы о вас, как о личности говорим, это финансовые активы ваши или какие-то системы взаиморасчетов, может быть, получение гонораров, получение каких-то прибылей, если у вас бизнес. Но и в более глобальном масштабе мы тоже это вынуждены учитывать, потому что могут меняться в течение января или пересматриваться фондовые рынки, валютные рынки или электронная система взаиморасчетов тоже какая-то как структура денежная или как мир рассчитывается тут друг с другом страны, допустим, да, или какие-то новости, ну, может быть, с валютного рынка, самые разные, где-то нас могут ожидать в течение января. И поэтому хоть камни с неба для вас, мои дорогие скорпионы, в этом ваша сила. Поэтому где-то заручившись поддержкой звезд, которые вам будут помогать, вы сможете многое осуществить. И более того, Плутон в знаке зодиака Водолей. И это не та ситуация, когда он был в Козероге. Больше вдохновения. Это ваша индивидуальность может раскрыться с новой силой. Это не только уже я про январь, а это на достаточно длительный период времени, на 20 лет. Ну, давайте перейдем к картам и узнаем, что же они нам подскажут для вашего знака зодиака на январь. У нас две колоды. И первое колесо года. Давайте мы с вами узнаем. Первый вопрос зададим. Что же случится? Или в какой сфере жизни какое-то событие произойдет? Может быть, что-то прояснится для вас. Или чем вам придется заниматься больше всего? Уделять время, внимание. Первая карта. Что случится, что произойдет? Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно в течение января месяца? И к чему все это идет? Что исполнится, что осуществится в январе 2025 года? Какая тайна откроется? В целом, чего ждать от января 2025 года для скорпионов? И те события, которые будут продолжаться заходом на февраль. И вторая колода. 3 важных события. Мы достанем 3 карты. Давайте узнаем, с чем это будет связано. Нулевой аркан. Обновление. Обновление, но где-то не погорячиться, не быть самонадеянным, безусловно, по нулевому аркану. Перед тем, как сделать какой-то шаг, нужно осмотреться, подумать. Более, с одной стороны, вдохновляющие энергии, когда как раз что-то возможно осуществить. Но, и я должна это сказать, возможность может приходить как-то по-дурацки, с одной стороны. И вы можете засомневаться и от чего-то отказаться. С другой стороны, вы можете быть в чем-то уверенными. А тут как раз тот период, пожалуй, январь, но где-то, смело скажу, февраль-март тоже.
когда ни в чем уверенному быть нельзя. Поэтому вы люди очень интуитивные, слушайте подсказки собственной интуиции. И надо сказать, что, наверное, январь месяц может быть как фарватером судьбы. Какая-то ситуация сама по себе может выруливаться или разрешаться, или продвигаться к своему финалу, допустим, если у вас есть какой-то нерешенный вопрос, для того, чтобы как раз все точки над «и» вы могли расставить и уже приступить к чему-то другому. Всегда обновление, но такое осторожное, продуманное. Может быть, себя организовать придется на что-то совершенно новое или адаптировать. Итак, 3 главных события. Первая карта. Второе важное событие. И третье важное событие. Итак, что же случится? Январь. Поездки, перемещения, вопросы, связанные с местом вашего пребывания, местом вашего жительства, и у кого-то смена работы. И надо сказать, не обязательно это вы меняете работу. Это сами по себе изменения могут проходить по месту вашей службы, занятости. К примеру, меняется руководитель или на работе меняется график работы. И вам придется тогда себя тоже адаптировать, что-то пересматривать. Кто-то из вас задумается о вторичном доходе. Кто-то из вас может начать изучать какой-то новый вид деятельности или даже ремесла. Но по шестерке мечей очень хорошо проигрывается все то, что связано с цифровыми технологиями, с интернетом, потому что это у нас пространство всегда, мечи, интернет, как эфир. Или это может быть как искусственный интеллект. Вот я тоже могу это предположить. Поэтому, если, мои дорогие скорпионы, у кого-то из вас было желание и прежде изучить что-то новое, поверьте, есть смысл это начать, приступить, сделать какие-то первые шаги или просто, может быть, пойти на курсы. Потому что эта карта, пусть не в этой колоде, но шестерка мечей, это карта заслуженного успеха. Это тот успех, который придет через какое-то время, но определенно к новым берегам. Не случайно у вас нулевой аркан перевернулся. Само по себе обновление, оно неизбежно. Это может быть еще плюс связано, что вы узнаете какую-то новость. Или произойдут какие-то события, которые вокруг вас. Может быть, события в жизни ваших ключевых партнеров. Но каким-то образом это на вас тоже воздействует. И, скорее всего, обновление, оно неизбежно. Вы сами в конечном итоге подойдете к такому выводу, что мне как будто уже здесь нечего терять. Или я на какое-то время застрял или застряла словно в прошлом. Это то желание идти вперед, которое нас побуждает действовать. Но действовать нужно осторожно. И человек, который нам показан на карте, он не назовешь его веселым, радостным. Он понимает, что и остаться среди вот этой выжженной пустыни он никак не может. Там уже ничего его не держит. Но и то, что ему встретится на последующий период, для него еще пока неизвестно, покрыто тайной. Но у него хватает мужества идти вперед. Вот что-то подобное, как что же произойдет или в какой сфере жизни. Мечи — это, конечно, у нас дела, работа, где-то может быть и бизнес, и важные согласования, различные инстанции могут проиграться, высокие чиновники или, может быть, и пониже рангом. Но что-то вы будете узнавать, изучать, согласовывать, чтобы сделать для себя со знаком плюс. Причем так хладнокровно, все же мечи. Что же вас удивит? Праздник. У вас что-то получится осуществить более чем хорошо. И если мы говорили о новом проекте, нулевой аркан старший вам переворачивался. Здесь на карте тройка чаш, рождение птенца, практически вот так. Тоже рождение чего-то нового. И по этому поводу праздник. Ну, праздники, конечно, могут быть сами по себе, период соответственно еще, да, но все же больше эта карта говорит, что вы видите как плоды труда своего. Или когда вы себя сами поблагодарите, что, может быть, хватило духу, решимости, сил на принятие какого-то важного решения. И поблагодарите почему? А потому что вы будете чем-то вдохновлены, обрадованы. Именно ваши какие-то предыдущие действия вам помогают не просто идти вперед, а, как я в самом начале сказала, видеть плоды труда своего. Вот этот самый праздник. Удивит, может быть, какое-то дело или вопрос,
вы к нему могли, к примеру, готовиться очень долго или долго к нему шли. А здесь у вас получится вот так вот раз и вот по щелчку, ну почти, будем говорить. Пусть вот так и будет, но тем не менее это не значит, что у вас получается через какой-то тяжелый труд или когда вам нужно делать усилия над собой. Нет, тут все же сам по себе праздник. Идем дальше. Кто или что появится неожиданно? Всегда говорю, это ваша карта, карта мага. Вы свою силу прочувствуете как-то по-другому. Карта мага – это когда у вас все стихии в руках. И это имеется в виду, что стоит Скорпиону только чего-то захотеть по-настоящему. И для вас нет ничего невозможного. Да, это требуется и критическое мышление, это требуется и самоконтроль, безусловно, магами не рождаются, ими становятся, потому что пережито очень много сложных моментов, когда, может быть, буквально приходилось подниматься с колен и рассчитывать только на самого себя. Но есть еще и такой момент, когда осмотрительность какая-то, она вам точно не помешает. Тут может и появиться, надо сказать, такой человек, который тоже великий манипулятор, все же маг. И где-то вы будете с ним в одних энергиях, кто кого, как будто. Но это, я надеюсь, не для всех. В основном это ваша сила. Мы ведь вам делаем расклад. Поэтому кто или что появится неожиданно, какие-то возможности или подтверждение вашей сильной позиции. Или вот эта радость, которая по тройке чаш выпала, когда у вас получается осуществить какой-то проект, это вас не только воодушевляет, а уверенности придает в ваших собственных силах. Карта мага. И к чему же все это идет? Мои дорогие скорпионы, вы знаете, вот за все время, сколько я дружу с картами, или они со мной дружат тоже, это еще до того, как я создала канал Таро. Буквально на одной руке хватает пальцев просчитать, когда выпадают две карты, по сути, в одной энергии. Потому что что карта силы, старший аркан, что карта мага. Это где-то может быть сродни манипуляции, не без этого. Но самое главное, это ваша сила, это ваши возможности. И вот у вас, как квинтэссенция какая-то в январе, когда вам, повторюсь, стоит только захотеть. Единственный момент, по аркану сила у нас человек сдерживает быка. И хоть чаще лев прорисован в этой колоде именно бык, разъяренный. И наш человек его сдерживает. Имеется в виду прообраз наших эмоций. Ваша сила, ну, вы ее прочувствуете, я уже говорила об этом. Но вместе с ней приходит и какая-то самонадеянность. Опять же, нулевой аркан, который перевернулся. И поэтому вы должны быть осмотрительны, правильно приложить эту силу или где-то не настаивать на своем. Обойти какие-то острые углы. Здесь ведь могут вас и провоцировать, мои дорогие. Ну, вы, безусловно, сильны, потому что у вас два старших аркана. Но, может быть, будут те вопросы, в которых лучше словно и не участвовать. Или будут те люди, которые будут пытаться вас как бы нарочно зацепить. Я надеюсь, это не для всех далеко, но, может быть, кому-то это важно услышать. Сильная позиция, она не приходит через доказательства какие-то, а вы сильны сами по себе, как по умолчанию. Вы лидер в январе. Значит, по максимуму вот такие энергии нужно приложить на благо самому себе и ваши планы. Два старших аркана. И мы спросили, кто или что появится неожиданно. Да, человек может появиться какой-то сильный. Может быть, вам с ним нужно правильно взаимодействовать. Но и вы с ним словно на одной волне. Или вы с ним словно на одной, может быть, как ступеньки служебной системы иерархии. Здесь могут быть какие-то приоритеты вами пересматриваемы, как и по части вашего социума, вашего окружения, вашей работы. И для кого-то это может быть получение новой должности или последующие ваши действия. Как я уже говорила, вас заинтересует какая-то сфера, вы будете ее изучать, и вы в ней добьетесь какого-то ошеломляющего успеха. Я не говорю, что это произойдет в январе. Нет, все-таки по шестерке мечей, если мы вместе увязываем
Все 4 карты. Это длительный успех, это длительный какой-то период жизни, когда вы ступень за ступенькой проходите, в конечном итоге достигая того, о чем вы мечтали, мои дорогие скорпионы. Для вас нет ничего, что бы вы не могли осуществить. Давайте мы с вами узнаем. Следующая карта. Что же у вас исполнится и что осуществится? Могут быть согласованы важные документы, как я уже говорила, и планетарно, и где-то по картам это нам подтверждают. Может быть, у кого-то были вопросы, связанные в суде, какие-то слушания. Значит, здесь тоже что-то прояснится. В целом, всегда аркан правосудия нам говорит о чем? Баланс, весы. Быть дипломатом придется, но и ваши действия, они должны быть согласованы с законом. Идет всегда причина и следствие по этому аркану, и поэтому как аукнется, так и откликнется. Могут как раз какие-то дела, вопросы, если вернуться в январе, Уран все-таки в ретро-движении, то помните, что вы действительно какой-то знаменатель должны подвести. Вы не можете застрять в прошлом. Здесь как раз словно высшие силы могут вам помогать. Если, к примеру, вы кому-то помогали или когда вы сделали что-то хорошо и правильно, пусть помощь придет руками других людей или через какие-то возможности. Вам словно пространство и Вселенная за вашу выдержку, за ваше терпение, может быть, за ваш труд, за ваше где-то хладнокровие, за вашу мудрость может вернуть какую-то ситуацию, когда она решится намного проще или быстрее. Я, конечно, должна сказать, что если где-то мы наследили или сделали что-то, ну, не очень хорошо, или в чем-то мы ошиблись, ну, тоже пространство может нас где-то столкнуть с той или иной проблемой, не новой, нет, а именно, которая тянется из прошлого. Но тогда, мои дорогие скорпионы, мы все ошибаемся, мы люди. Вам действительно какой-то знаменатель нужно подвести. Ну и, конечно, не нарушать даже в минимальном каком-то рассмотрении, ну, правила, регулировки какие-то. Быть аккуратным за рулем, может быть. Вот, к примеру, банально даже так, это все для вас будет тогда со знаком плюс. Вы действительно можете, кроме всего того, что я сказала, в течение января месяца какие-то важные документы или подписать, или согласовать, получить, может быть, опять же, какие-то сведения. Причем это то, что официально, это то, что надежно. И если закон мы соблюдаем, то тогда закон защищает вас. Вот этот момент такой тонкий, помните. Какая тайна откроется? Правда, какая-то тайна может открыться, когда вы, может быть, бездействовали, или когда вы сами поставили на паузу какой-то вопрос. Может быть, это касается конкретного человека. Вы видели проблему или контакты с человеком в одном каком-то ключе, ракурсе, а вот теперь у вас словно глаза на мир или на обстановку, в которой вы находитесь, открываются заново. По девятке жезлов проходит наша сильная энергия. И то, когда мы все же больше участвуем только в тех вопросах, когда нам по двум направлениям либо угрожает опасность раз, либо чего-то не упустить. Какая тайна откроется? Вы можете как раз узнать или получить какую-то новость и будете обдумывать, стоит мне с этим взаимодействовать или словно сделать вид, может быть, даже, что я этого не слышал, меня это не касается. Для кого-то из вас будет еще очень важно не быть втянутым в те дела, вопросы, темы, которые, ну, каким-то образом не согласуются либо с законом, либо они создают двойственную ситуацию. Я бы еще сказала, мои дорогие скорпионы, будьте внимательны, особенно внимательны, если по доброте душевной кто-то из вас захочет взять поручительство за кого-то. Все-таки с учетом вот этих двух арканов, тут будет более предпочтительно каким-то образом, правда, проманипулировать, нежели собой рисковать, подписать какой-то документ, потому что я могу предположить, что либо человек, кому вы помогаете, словно испарится, и останетесь вы и какой-то документ с вашими обязательствами.
Можно это где-то переложить и на финансы, будем говорить тоже. Все же Уран в Тельце как раз нам что-то преодолеть помогает. Или наоборот, сдержать себя, чтобы кому-то не сказать резко «да» или «нет». Здесь у каждого по-разному. По девятке жезлов мы все-таки больше осторожничаем. И поэтому, какая бы тайна у вас не открылась, нужно информацию, новость, да даже бумаги, мои дорогие, перед тем, как поставить свою подпись, я уже не говорю, если у кого-то есть личные печати, нужно, пару раз перечитать и хорошенько подумать, нужно ли вам, где-то участвовать либо в этом деле, либо вообще, как вот есть такая фраза, светиться, потому что рядом аркан правосудия. Берегите себя. Чего же в целом ждать от января месяца? Отшельник. Вы знаете, вот прямых помех вам нет. Я люблю эту карту, потому что у меня все получается так, как я, в принципе, себе запланировала. Чего и вам всем желаю искренне. То есть внешних помех нет. Но нам сказали, или эти помехи, они малозначимы, они не несут какого-то существенного смысла. Тут самое главное – карта мага и карта сила. Именно с вашей стороны как-то правильно провзаимодействовать. Быть более хладнокровным. И есть какие-то темы, если мы спросили, чего ждать, надо думать на высокое, ведь отшельник, он идет словно своим путем. И, может быть, этот путь никому не интересен. Или даже он намеревается продолжить, к примеру, обучение какое-то, да, или исследовать какую-то тему, которой тоже никто не занимался, она никому не интересна. Вы можете тут заниматься чем-то таким или инновационным, или тем, что может быть как из области невероятного, я такое могу предположить. Потому что ваша сила как раз вам дает приоритет видеть возможности там, где другие не видят, где другие даже не подозревают, что как-то этот вопрос можно решить. И ваша как раз же сила будет в том, что вы немножко сами по себе. Рядом у нас девятка жезлов и аркан правосудия. Вот все то, что я сказала по двум предыдущим картам, с учетом аркана отшельника, будьте, мои дорогие скорпионы, в январе немножко сами по себе. Вам это где-то помогает. И вы сможете очень многое осуществить. Вам не нужны советчики. Здесь к вам могут обращаться как раз за советом, но и совет, я бы сказала, если вы и даете, будьте осторожны и аккуратны. Вот по части осторожности все же это нужно себе поставить во внимание. Давайте узнаем события, которые продолжат развиваться на февраль. Ведь правда, посмотрите, какое-то начало замечательное. По тузу Пентаклей это проходит сама по себе новость или получение какого-то документа, который перед вами откроет перспективы. Может быть, у кого-то проиграется шестерка мечей, туз Пентаклей банально. Ваш переезд, вы ждали какую-то визу, или вы ждали какой-то документ приглашения, или ваша организация, как релокация офиса происходит, и вам тоже документы пока согласовываю, вы как будто ожидаете, и все это вы получаете в конечном итоге, и где-то уже готовитесь к тому, чтобы переместиться или как-то изменить свою жизнь. Но есть еще и такой момент, опять же, деньги, тогда мы говорим, да, Уран в Тельце, ведь у нас пентаклевая карта выпадает. И это один туз, один пентакль. Имеется в виду то зернышко, которое мы посадим в землю, и в последующем из одного пентакля мы получим денежное дерево. Тема работы, тема вашей занятости, помимо праздника какого-то, здесь в разной сфере может проиграться, но как увеличение дохода, первые шаги в каком-то очень правильном направлении, которые будут продолжать развиваться в течение всего 2025 года. По сути дела, вы какое-то направление можете изменить, и у вас все получится. Давайте узнаем 3 важных события. И первое, паш Пентаклей. Очень символично все то, что я говорила, наверное, весь расклад, но и особенно по нижнему ряду карт. Нам показан молодой человек, который смотрит на карту. Он куда-то собрался. Он собрался исследовать непознанную землю. И он уверен в себе. Но он приготовился к тому, условно подбрасывает этот единственный пентакль и думает: орел или решка, иду или остаюсь. Вот у вас какая-то развилка, может быть,
когда вы будете принимать решения по части вашей работы, по части финансов, каким образом действовать. Для кого-то из вас вы могли столкнуться, правда, когда финансовые документы или какая-то финансовая банковская отчетность, вам нужно тоже решить тот или иной вопрос. Или в связи с вашим бизнесом, с вашей занятостью. Но есть, значит, тема, которая напрямую увязана с деньгами. И вам как будто себя придется перестроить. Вот то, что касается финансов. Для вас, ну и где-то место жительства, ведь человек собрался куда-то идти. Все то, что я сказала в самом начале до карт, это как новый путь. Для вас как важное событие. У кого-то это проиграется как изменение по работе. Я могу допустить, хоть нам карты ни одна не показала у личной жизни что-то, но все же карта праздника нам это демонстрирует. И у вас две серьезные карты, но есть на повестке этого месяца те вопросы и дела, когда вы можете осуществить очень много, причем с таким прицелом лет на 20. Это правда. Внимание к деталям. Будьте внимательны. Это тоже где-то карта дает совет. Второе важное событие. Вы можете столкнуться с королем жезлов, допустим. Что это имеется в виду? Прообраз короля жезлов – это харизматичный лидер. Это тот, который привык командовать, или тот, который дает совет и ничего не делает. Может быть, есть какое-то взаимодействие с ключевым партнером, например, или с каким-то важным человеком. Тогда примите во внимание. Насколько можно доверять королю жезлов, сказать сложно, но персонаж очень привлекательный. И одинаково как для мужчин, так и для девочек может проиграться какой-то человек, которому именно словно тянет. Потому что магнетизм как раз проходит по королю жезлов. И я говорила, карта мага и карта сила. Может быть, это у кого-то через личную жизнь. Король жезлов, неважно, не обязательно это будет король или имеется в виду мужчина, это может быть и женщина в таких энергиях. И если жезлы, это у нас Овен, Лев, Стрелец или тот человек, который имеет там асцендент, возможно, даже по Луне. Кстати, человек может и не знать своего асцендента, и уж тем более по Луне, потому что нужно знать точно время рождения и где вы родились. Поэтому в целом, чтобы подытожить, есть какая-то персона, которая может вас словно завораживать своими проектами или влечение, может быть, мои дорогие, вот такое тоже я не исключаю. Хотя жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Может быть, это ваши какие-то планы, намерения, которые вы хотите осуществить. Но тогда по королю жезлов не торопитесь. Тут, правда, позвольте судьбе вашей провести по самому удобному фарватеру. Давайте посмотрим важное событие. Третье. И паж жезлов, два пажа. Да, правда, тут торопиться точно не стоит. И когда пажи выпадают, мы должны что-то изучить. Это могут быть и люди совершенно новые, которые вам приносят новую информацию. Или это может быть какая-то как ваша новая занятость или ваш интерес. Безусловно, у кого-то проиграется два пажа, события от ваших детей, даже детей взрослых. Но когда выпадает паж Пентаклей, мы что-то изучаем. А когда выпадает паж жезлов, он, кстати, тоже никуда не торопится. Примите это во внимание. Он стоит просто. Он как будто обдумывает, куда же я иду. Да? Тут развилка у нас, и здесь тоже как будто дороги расходятся. Вам нужно с чем-то определиться. Или, может быть, в течение января определиться, что делать дальше с ключевым партнером, или с какой-то важной информацией, или выбор вашего направления. Чем вы будете заниматься в последующее время. Я хочу для вас достать карту совет. Потому что важные события, они, по сути дела, раскрыты были предыдущей колодой карт. Итак, совет. Сияйте, как звезда. Смотрите на высокое. Это карта выбора правильного направления, как по Плутону, лет на 10-20. И то, что я говорила по аркану отшельник. То есть какая-то высшая цель, намерение, которое, как ваша миссия, которую вы можете осуществить. Но, может быть, первые шаги вы будете делать с января. Карта роста вашей популярности. Карта звезда говорит, что нет ничего невозможного. И если вам выпало два пажа, то то, что вы начнете изучать, или то, что вас заинтересует в январе,
Скорее всего, это не просто как рождение чего-то нового, а какой-то длительный путь сродни марафонского забега, когда к вам придет и изобилие, и процветание, известность, и ваша популярность. Но чем бы вы тут ни занимались по аркану звезда, мы более чем остаемся довольны. Это все то, что нам приносит и уверенность, и возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, удивительный расклад. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.